Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада: что вот-вот произойдет, какие события будут важными в вашей жизни, для чего они войдут и так далее. Итак, сроки можете загадать сами, но не загадывайте больше месяца. То есть это короткий срок, может быть 2 недели, может 20 дней, может 10 дней. Для кого-то неделя, 5 дней, но уже смотрите по вашей ситуации. Для начала мы посмотрим, конечно же, вашу сигнификацию для того, чтобы понять, проигрывается ли с вами этот расклад или нет. Работает с нами колода иллюминаты, и мы начнем с вашего описания. Так. Ой, меня тут императрица смотрит. Правда, вы сейчас немножко закрыты. Мгм. Ну, кто-то полностью занимается домашними делами, кто-то полностью посвятил себя семье, кто-то полностью посвятил себя детям, ну а кто-то мечтает о том, чтобы все-таки в вашей жизни произошли перемены и дали вам возможность исполнить вашу мечту, связанную с построением семьи, быта, а, может быть, продолжение вашего рода. Кстати, кто-то беременный. Видите, вот с одной стороны, ну-ка дайте посмотреть ваш статус. Как будто бы у вас есть человек, с которым вы хотите построить вот эти отношения, счастливые, длительные, но пока ситуация закрыта. То ли нужно потерпеть, то ли чего-то дождаться, то ли пока еще не время. Может быть, это новое знакомство, и вы прекрасно понимаете, что да, такого мужа я хочу. Но дело в том, что я не могу сейчас торопить события. Вы интуитивно чувствуете, что именно он станет вашей судьбой. Но чтобы реализовалась мечта, нужно время. Ну-ка, какой у вас сейчас статус? Ну, я говорю, цели есть, мечта есть. Я говорю, здесь меня смотрит или человек, который сейчас находится в положении, то есть женщина ждет рождения ребенка, и ожидание уже такое болезненное, но вы прекрасно понимаете, что вы не можете подтолкнуть события. Почему? Потому что раньше срока нельзя, как говорится, да, осуществить какую-то мечту. Ну или это конкретно ситуация, связанная с тем, что вы видите цель, но для того, чтобы получить желаемое, нужно время. И вы ждете, хотя надежда, хотя шанс, хотя возможность уже у вас перед глазами. Так, я хочу посмотреть. Король жезлов. Кто ты вообще? Для вас кто он? Радость? Ну, говорю же, вот ждете вы чего-то. Двойка жезлов, пока он бездействует, пока... Ну, вот, все. Вы знаете, как будто бы здесь женщина четко осознает, для чего вам эти отношения, к чему они приведут, а мужчина еще думает. Как будто женщина предвидит свое будущее, как будто бы она уже знает наперед, к чему это приведет. Интуитивно, может быть, чувствует, может быть, где-то у нее в подсознании это, да. Но дело в том, или, может быть, вы во сне его уже видели. Было какое-то знамение. Но здесь четко, как будто бы женщина прояснила для себя, для чего он пришел. А мужчина пока еще находится в состоянии осознания, развития, понимания. Интересный расклад сегодня, очень интересный. Ну или же просто, если вы на самом деле, да, в браке, и это ваш муж, вы ждете. Или когда он решится на то, чтобы завести ребенка. Почему? Потому что здесь женщина может очень хотеть ребенка, если для вас это актуально. Или вы уже в положении. Ну а для кого-то решение каких-то вопросов. Но я не вижу здесь больших каких-то перемен прям. Нет.
То есть если вы в браке, вы можете думать только о том, чтобы расширить вашу семью, а мужчина пока находится в состоянии ожидания, как будто он думает, как будто он принимает решения, пока он бездействует. Или здесь он не принимает какие-то действия в отношении вас, которые бы привели ваши отношения к успеху. Интересная позиция. Ладно, давайте смотреть, что идет в вашу жизнь, если вы себя узнали, но здесь явно женщина прекрасно понимает, что ее ждет, и она уже четко для себя поняла, а мужчина тормозит события. Здесь вот именно ограничением является мужчина. Так, смотрим. Что к вам идет? Срок небольшой, не загадывайте длительные сроки. Если вы ничего не загадали, значит мы смотрим не больше месяца. Что же к вам идет? Новость, выбор. Так, если человек стоял перед выбором, он его сделает. Выбор будет очень шикарным, перемены вас порадуют. То, что вам скажет, то, что вам донесет этот человек, или то, как он определится с выбором, вас на самом деле порадует. Гармония вас ждет, радость вас ждет, наслаждение. Получение желаемое. В любом случае получение желаемого. Закрою голые тельца, а то нас YouTube точно заблокирует. Очень хорошая позиция, здесь выход из застоя. То есть та новость, которая к вам летит, во-первых, она дает вам возможность добиться своего, отстоять свое право на что-то и выйти из тупика. Если были какие-то блоки, если были какие-то препятствия, может быть, человек был далеко, не мог приехать, может, не мог действовать. Вот вы узнаете новость, что наконец человек может проявиться, человек может решиться, человек может на самом деле дать вам именно то, о чем вы мечтали. То есть наполниться, уже сделать так, чтобы ваши отношения, например, заиграли новыми красками, чтобы не было каких-то сомнений, прояснить ситуацию в конце концов и уже освободиться от какого-то беспокойства. Здесь очень хорошая новость. Если все-таки это не личная жизнь, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, здесь вы, наконец, получите развитие какого-то дела или продвижение по работе. За ваш опыт вас на самом деле оценят. Или же еще вас могут отправить обучаться. И жрица нам об этом говорит. Хорошо, давайте тогда проясним эту ситуацию и поймем вообще, да, для чего входит это вообще в вашу жизнь, что вам это даст, что это изменит. Ну, я говорю от каких-то переживаний, сомнений. Здесь как будто бы вы вносите какую-то ясность. Почему? Потому что, помните, я вам сказала, да, вот вроде бы как бы вы понимаете, что это должно принести результат, что это будет, что вы будете наслаждаться в этой ситуации, но почему-то есть какой-то застой, какие-то ограничения, как-то вяло все развивается, вы как-то не можете все прийти к этому успеху, к этой финишной прямой, да. И вот здесь у вас были сомнения. Почему? Потому что то рамки какие-то, вы входите в какие-то рамки, то в какие-то ограничения, то вы получаете какой-то отказ, то человеку надо подумать и так далее, да. То человек уходит в себя, и вас это тревожило, заставляло волноваться. От этого вы избавляетесь. У каждого своя ситуация, у кого-то это работа, у кого-то это отношения. Но вот сейчас прям хорошо подумайте, что бы вы хотели получить и что для вас является удачей. Что для вас является счастливым случаем? Туз кубков – это то, что вас наполняет. Вот это вы получите. Ой, прям по справедливости. Кого-то ждет предложение руки и сердца. Кстати, еще, если у вас беременность, вы на самом деле разрешитесь очень легко и практически безболезненно. Почему? Потому что процесс будет быстрым. То есть по мечам очень быстро все произойдет. Вы думали, что это будет долго, это будет больно, а на самом очень сильно боялись, да, а на самом деле раз-два и обчелся. Ну, как говорится, бывают роды быстрые, бывают роды длительные. В вашем случае это будет все очень быстро и проходить очень легко. То есть вы будете выполнять все, что вам
предписал врач, по справедливости, не знаю, там, все, что вы запланировали, вы будете очень правильно, и по иерофанту, то, чему вас учили, да, и на самом деле все пройдет замечательно. Но это такая подсказочка для тех, кто сейчас вынашивает ребенка, у кого подходят сроки. Еще здесь предложение руки и сердца. Здесь предложение чего-то очень важного, очень серьезного. И еще говорю, вот если вас отправляют на обучение, или вы сами решили пойти обучаться, вот это обучение принесет вам в будущем большую перспективу, какое-то новое начало, которое приведет вас к определенному развитию. То есть вы на этом сможете и заработать, и создать какой-то фундамент, позволить себе то, о чем вы раньше мечтали, но никак не могли позволить. Хорошо. Какой итог все-таки будет после всей этой ситуации? Ну, праздник в вашей жизни. Спокойствие, удовлетворение, вот то, что вы искали. Почему? Потому что здесь вот для человека самое важное – это знать, что ждет меня завтра. Это уверенность в завтрашнем дне. Перестать беспокоиться, прояснить все, что скрыто от вас, раскрыть все тайны. И вы это получите. Вы это получите. Здесь судьба меняется. Ну вот я говорю, недоверие, может быть, какие-то сомнения, все проясняется, и слава богу. Почему? Потому что вы идете в новое с более такой ясной головой и прекрасно понимаете, во что вы вкладываетесь и почему судьба вам это дала. Для кого-то это любовь, прям, вы знаете, уверенность в том, что да, человек меня любит, да, человек ко мне относится очень позитивно, да, на самом деле между нами хорошие, стабильные отношения, и я не боюсь расслабиться, полюбить и раскрыться. Почему? Да потому что ему можно доверять. Так, хорошо, прекрасно. Одно событие мы рассмотрели, так что будет ясность и уверенность в завтрашнем дне. Давайте посмотрим еще, что же к вам идет. Угу. Так, ну здесь у вас какая-то конфликтная ситуация, которую вам придется разрешить или себя защитить. Четверка пентаклей, понимаете, отстоять свое. И это может связано быть с деньгами. Кстати, можете защищать свои финансы, свои ресурсы. Может быть, кто-то вам должен деньги и не отдает. Вот вам придется повысить голос и как бы напомнить о том, что пора бы мне отдать то, что ты мне должен. Да, по справедливости ты мне должен, давай уже отдавай, или ты мне должна. Может быть, кто-то пользуется вашими финансами. То есть здесь может человек, может быть, у вас дети, которые на самом деле обнаглели и полностью возложили на вас свои финансовые проблемы. То есть бывает такое, да, что взрослый ребенок, нет бы идти зарабатывать самому, а он все просит помощи. Видите, вы кому-то откажете в помощи, вы кого-то на место поставите. Почему? Да потому что пришло время. И высшие вам четко об этом скажут. Может быть, у вас ребенок слишком много требует, да, там, избалован. И вот вы решите здесь сбалансировать эту ситуацию. Вы поймете, что здесь что-то не так. Нужно ограничить немножечко. Если это все-таки касается там близких друзей, знакомых, которые занимают, не отдают вам деньги, родственники, которые постоянно у вас что-то требуют, но при этом вам никогда не помогают. Вот вы закончите помогать им, да еще и четко выскажите свое мнение по поводу того, что люди должны вернуть вам то, что у вас забирали. То есть здесь борьба за деньги. Если все-таки вы никому не занимаете, и у вас на самом деле нет никого, кто бы пользовался вашими ресурсами, вы попадете в какую-то ситуацию, где, скорее всего, это будут мошенники. Мошенники, которые захотят вас втянуть, например, в махинацию, быстро заработать, по-легкому, по-дураку. Вот вложись сейчас, через 2 дня ты получишь 10 раз больше. Да? Вы это моментально просечете и, как говорится, просто предотвратите возможность попасть в лапы манипуляторов. Почему? Потому что по страшному суду вы очень быстро включите логику. Да, где-то соблазнительно, да, где-то очень хочется там легко заработать, тем более здесь человек зарабатывает нелегким путем.
И иногда вот этот шанс, да, вот заработать легким путем, вот так вот быстро, да, и освободиться, очень соблазнителен. Но вы очень быстро себя одернете и избежите как бы манипуляций мошенников. Хорошо, к чему это приведет? В любом случае. Так. Мгм. Ну вот я говорю, вы будете понимать, кому стоит доверять, а кому не стоит доверять. То есть не всегда люди, которые сладко поют, они искренны. Или то, что вам обещают, на самом деле приведет к результату. Здесь как будто ситуацию возьмете вы под контроль. А мужчина в этой интерпретации не является королем. Здесь является его характеристика, его характера, то есть успех, лидер, когда вы контролируете процесс, именно связанный с тем, как я получаю успех, как я сохраняю свои деньги, как я развиваю свою жизнь. Поэтому по императрице, между прочим, вы будете очень пассивно себя вести, вы не поддадитесь соблазну, и вы не захотите на самом деле очень быстро принимать решения. Хотя здесь кто-то будет прям вас подталкивать. Давай быстро-быстро вложись, или дай мне, займи, я тебе там через 2 дня отдам. И вы как будто бы останавливаете и говорите, нет, все, хватит. Уже была в такой ситуации. Меняете манеру поведения и четко даете понять, что так больше с вами нельзя. То есть контролируете процесс именно вы. Ну что, последнее событие, что к вам идет. Ну, здесь умение обращаться с деньгами, да, умение как-то, вы знаете, контролировать ваши финансы, ну и отличать, когда люди с вами искренне, а когда просто пытаются запудрить вам мозги. Извиняюсь за выражение, конечно. Так, колесница, какая-то дорога, которую придется отложить. Ждать будете. Да. Смотрите, если вы хотели куда-то поехать, честно скажу, это не обязательно, что это дальняя дорога, хотя по миру у кого-то и путешествие. Здесь как будто обстоятельства поменяются, и вам придется отложить. Еще если вы планировали какую-то поездку, путешествие, то ли у вас денег не хватит. Ну, например, вы откладывали на что-то деньги, а поймете, что цена поднялась именно в этот период. То есть что-то вы будете перекладывать на более подходящий период. Ну, не знаю, например, вы хотели в январе, а поймете, что в январе билеты намного дороже на самолет. И переложите это на март почему-то, потому что там в 3 раза дешевле. Вот здесь как будто перекладывание какой-то ситуации, какой-то поездки или каких-то действий на более длительный период для того, чтобы сэкономить или чтобы сделать выгодную покупку. Вот здесь что-то именно такое. Может быть, на самом деле вы что-то захотите купить, но переложите. Почему? Потому что будете знать, что скоро там на этот товар будут скидки, и вы сможете купить в 2 раза дешевле. К чему это приведет? Видите, вы контролируете процесс, не поддаетесь. Вам очень хочется. Вот смотрите, 8 кубков – это очень интересная карта. Во-первых, да, это уход с больным сердцем. То есть кубки все наполнены, я это очень хочу, я вот прям вот желаю, это мое желание, но я от этого пока отказываюсь. Почему? Да потому что мне надо сохранить свои деньги, рыцарь Пентакли, подождать, и если я подожду, я получу больше. То есть карта мир, я увеличу свои финансы, если я чуть-чуть наберусь терпения. Вот о чем это. Как будто вы не поддаетесь импульсу, а сдерживаете свои порывы. Да, вот пауза. Но я говорю, здесь вам нужно выдержать какую-то паузу для того, чтобы потом получить больше. То ли вы будете ждать период скидок, то ли вы будете ждать, когда на этот товар появятся какие-то распродажи, то ли вы захотите переложить что-то, поездку, путешествие на потом, чтобы, да, видите, здесь 6 мечей, которая говорит о том, что вы перекладываете, чтобы потом вам было более комфортно реализовать то, что вы хотите, без каких-то ограничений. Очень, между прочим, мудрая позиция, очень мудрая, взвешенная позиция, которая приведет вас к успеху и к увеличению ваших денег.
Ну хорошо, давайте теперь тогда посмотрим. После всех этих событий, с чем вы останетесь? Вот вообще ваша жизнь, вот через месяц, если вы загадали срок месяц, после этих событий, что будет в вашей жизни? Мгм. Ну, во-первых, вы научитесь отличать предательство, не будете такой наивной, да, вы будете четко понимать, где подвох, где лицемерие, где обман, где хитрость. Мгм. Так. Ну, здесь у вас мужчина какой-то будет очень активный, император. Вы поймете, что у вас теперь в жизни есть император, на которого можно положиться. И у вас планы на будущее совершенно новые. То есть у вас поменяются планы. В зависимости от того, как произойдут все эти перемены, эти события, как они на вас повлияют, у вас поменяется мнение о ком-то или о чем-то. И благодаря этому планы на будущее будут более четкими, более яркими и более оптимистичными. Почему? Да потому что то, что произойдет, даст вам уверенность в завтрашнем дне, уверенность в неком человеке и так далее. Удачи вам! Всего вам самого хорошего! Пока-пока, ваша Елена!